How do you feel? I'm fine, thank you. How you got here without your hazmat costume? I don't remember. You don't feel anything? No, I'm sorry. I couldn't notice it just 15 minutes ago. Наша работа на проекте «Кольская сверхглубокая» началась со звонка исполнительного продюсера Дмитрия, который на встрече нам выдал, что, ребята, мы собираемся снимать классический канонический боди-хоррор про полуголую актрису, которая убегает от полноразмерного монстра, который будет полноценно бегать по декорациям, полностью автономно по ней перемещаться, бегать за актерами, разрушать с собой стены, делать, в общем, все то, что положено делать полноценному киношному монстру. Вам-то этого полноразмерного монстра и делать. И еще кое-чего по мелочи. Вот эта вот самая мелочь была буквально тонной спецэффектов с ломающимися конечностями, с вывернутыми наизнанку людьми, слизью, кровью, костями, ребрами. Все это вперемешку во всех вариациях. На тот момент у продакшена была 3D-модель их монстра, но никто не представлял себе, как это будет выглядеть вживую, как это сработает и как это реализовать технически. Что с этим делать? Как заставить эту огромную тушу из мяса, костей и людей реально бегать по декорациям? Классные картинки, которые фактически нуждались в доработке, потому что когда ты из картинки делаешь физически реальный объект, ты сталкиваешься с кучей нюансов, с кучей таких интересных моментов, которые на картинке ты никогда не увидишь. В качестве референса решено было использовать какие-то реально существующие органические формы. Это грибы, растения, какие-то элементы анатомии разных животных, для того, чтобы зритель, которого не обманешь, не воспринимал это как что-то чужеродное, как что-то нереальное и несуществующее. Нам очень хотелось, чтобы у всего этого кровавого месива была все-таки своя эстетика единая и очень четко прослеживаемый стиль. Самой интересной задачей было скоординировать 6 человек внутри гибрида. Это было как управлять тачкой, только вшестером. Каждый человек управлял чем-то своим. Мы вот с Максом управляли конкретно каждый по одной лапке. Эта полуторатонная конструкция очень быстро перемещалась по декорациям, поэтому мы должны были все предусмотреть, чтобы не сорвать съемки и в худшем случае не повредить кого-нибудь из актеров или съемочной команды. Мы понятия не имели, с чем мы столкнемся, и фактически нам не у кого было даже, в общем, спросить, чтобы кто-то мог поделиться с нами каким-то опытом. И мы пошли путем огромного количества тестов. Мы тестировали все. Мы собрали этого монстра сначала из деревяшек, дощечек и мусорных пакетов, попробовали подвигать его в декорации. Потом собрали его из деревяшек и мусорных пакетов чуть побольше и снова попробовали подвигать его в декорации. И вот так вот мы на каждом этапе его подсобирали и возили на грузовике в декорацию, смотрели, помещается ли он туда по размеру, пролазит ли он через коридор. Помимо монстра в фильме было огромное количество пластических спецэффектов с гримом, точно так же с механикой. Нам пришлось поснимать практически со всех актеров ключевых слепки в полный рост, делать на них огромное количество деталей. Все эти детали были со спецэффектами, с раздуванием каких-то пузырей, с кровью. Это были весьма сложные съемки, все отдавались на полную катушку и еще чуть-чуть больше. Было жестко. Это все не было бы возможно без офигенной команды, которая у нас была на этом проекте. Скульпторы, это техники, это инженеры, это абсолютно все гримеры, которые участвовали в процессе.